Посещение этого заброшенного дома на холме, некой капсулы времени, стало для нас настоящим приключением. Здесь доживал свою жизнь одинокий мужчина, морской волк, который так и не смог найти себя в жизни на суше. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект Follow the Ghosts. Сегодня мы с вами перенесемся в Италию, чтобы посетить заброшенный дом, оказавшийся, наверное, одним из самых труднодоступных за нашу практику. Но больше всего меня поразило, что хозяин этого дома, пожилой мужчина, доживал здесь в одиночестве. Вот это была настоящая драма. Для меня сегодняшний визит — это был второй раз, когда я пыталась туда попасть. Проблема заключалась в том, что дом располагался на самой вершине холма, поросшего лесом, и ни одной нормальной дороги туда не было. А тропинки, которые когда-то существовали и которыми пользовались бывшие владельцы, сейчас поросли лесом и кустарником, потому что дом заброшен уже очень давно. Поэтому, чтобы туда попасть, нам нужно было просто взбираться вот так вот по крутому холму сквозь заросли. Первый раз мы пытались сделать это в компании Вадима, Геры и нашего друга Лео, но только мы преодолели первую 100 метров через кусты, мы услышали, что рядом ходят охотники. Нам даже пришлось покричать, чтобы они услышали и поняли, что мы здесь. Охотники притихли, но через некоторое время выстрелы снова возобновились. И они были где-то вот там, вот в стороне, где был дом. Естественно, чтобы не погибнуть глупой смертью, мы решили на сегодня оставить эту затею, посетить дом и спуститься обратно. Потому что кто их знает, может, у них еще вчерашнее перо не выветрилось. Или сегодняшнее. Но во второй раз я приехала сюда уже в компании своих финских друзей — Киммо, Тани и Нико. Тогда был вечер, весна, охота как бы запрещена, и, по идее, никто не должен был нам помешать. Ребята были предупреждены, что будет непросто, но мы надеялись, что в конце пути за наши старания нам воздастся. Домик должен был оказаться настоящей капсулой времени из-за своей неприступности и удаленности от населенных пунктов. Нужно быть очень замотивированным, чтобы его посетить. Мы весело карабкались наверх, постоянно поддерживая и вытаскивая друг друга. Преодолев первый, самый крутой и заросший этап, мы оказались в более-менее разряженной части леса, и идти стало проще. Наконец-то вышли на нормальную дорогу. Ну и подъемчик. Вскоре еще выше мы нашли следы старой тропинки, ведущей к дому. Когда-то здесь даже было небольшое освещение, но сейчас сохранились лишь какие-то обломки от фонарей и срезанные электрические провода. Мы практически достигли цели, но не знали, как к ней подступиться. Дом зарос со всех сторон. Пришлось буквально нырять в кусты ежевики, пробивая себе путь. Домик был еле заметен, торчала только крыша. К ней-то мы и устремились. Старые ворота. О, неужели, господи, дверь? Дверь оказалась открыта. Сейчас мы увидим дом в идеальной сохранности, предвкушали мы, но, зайдя внутрь, не поверили своим глазам. Это что такое? Мы зашли в небольшую комнату, которая должна была быть гостиной, и количество нагроможденной здесь мебели и вещей сбило нас с толку. Кто устроил этот бардак? Разочарованию не было предела. Домик, который должен был поразить нас застывшим в нем временем, оказался полностью раскурочен вандалами. Мы обходили комнату за комнатой и все больше расстраивались. Но вот кому понадобилось тащиться в такую даль, чтобы все здесь перевернуть? Дом оказался совсем небольшим. Здесь было 2 этажа, хотя первый скорее выполнял функцию подвала-склада, из-за того, что дом стоял на холме и адаптировался под рельеф.
Второй этаж был жилым. Он включал в себя 3 маленькие спальни, гостиную и малюсенькую кухню, находившуюся чуть на подъеме и в которую вела лестница в 5 ступенек. Спальня и кухня соединялись длинным узким коридором с опасно нависшим над ним разбитым зеркалом. На полу валялись выпотрошенные из аптечки коробки с лекарствами. Под кухней снизу также располагался подвал, просто потолки в нем в этой части были гораздо выше. Попасть в него тоже можно было только с улицы. На столе на кухне лежала газета за 2001 год. Около плиты образовалась коллекция цветастых зажигалок. В небольших комнатах сохранились личные вещи, мужские. Задержав взгляд на открытом шкафу, мы отметили про себя, что у хозяина был хороший вкус, и одевался он очень элегантно. Хоть сейчас камзолы и красивые рубашки были покрыты слоем пыли и плесени. А еще мы отметили большое количество старых телевизоров. Практически в каждой комнате можно было найти один. Мужчина доживал в одиночестве и таким образом получал новости от окружающего мира, будучи пленником своего обособленного дома. На стене в гостиной висело большое количество грамот и благодарностей на его имя. За 20 лет службы, за 40, присвоение рыцарского титула. Каждая из них была заключена в рамку, подчеркивая этим свою значимость для владельца. Все вещи в доме покрывала смесь пыли, плесени и осыпающейся штукатурки. Крыша в нескольких местах дала слабину, разрушив потолок в каждой из спален. Вандалы повытаскивали из шкафов и комодов одежду, разбросав ее по дому. Пол покрывали раскиданные документы. Сломанная пианино стояла в углу гостиной. Прикроватным тумбочкам отбили ножки. Домик молча принимал свою судьбу. Выйдя на высокое крыльцо, где-то далеко на горизонте мы увидели море. Наверное, хозяин, бывший морской волк, часто смотрел в ту сторону. Как я уже сказала выше, не таким мы ожидали увидеть этот домик. Фотографии, которые мне раньше показывали мои друзья, уже бывавшие здесь, совсем отличались от того, что увидели мы. Вот, кстати, они. Посмотрите и сравните и вы тоже. Чувствуете разницу? К сожалению, такое случается часто, но тут я удивилась, потому что этот домик был не самым легкодоступным. И зачем кому-то понадобилось идти сюда и все крушить, мне непонятно. Ну что ж, перейдем теперь к другой грустной части этой истории. Истории владельца. Сколько часов, дней и лет он провел, молчаливо глядя на кусочек моря вдалеке. Лес подступал все ближе и ближе к его дому, и ему уже не хватало сил с ним бороться.
Он просто смотрел на то, что еще не закрыли подросшие деревья и ветви кустарников, смотрел на остатки своей былой жизни. Жизнь завертелась для Амадео, уроженца Сардинии, слишком быстро. Переезд с острова на материк, военное образование, быстрый взлет по службе. И вот он уже лейтенант Королевского флота, вот уже 2 войны позади, и он все еще жив, и команда под его начальством тоже. Его красавица-жена ждет его дома, а он все мечется между ней и морем, не может долго ходить по земле и тоскует по морскому простору. Сначала была награда за 20 лет доблестной службы, затем за 40. Рыцарский орден перед выходом на пенсию. Он не вел счет годам, но годы брали свое, и остаток сил, и остаток жизни он наконец-то решил посвятить своей семье. После покупки этого дома на вершине горы и с видом на море жизнь разделилась на до и после. Амадео приобрел его еще в 50-х годах и в свободное время занимался его обустройством. Конечно, он хотел как лучше. Хотел свой уютный дом с красивым видом, уединение, близость к природе и спокойствие для своей семьи. Хотел участок перед домом, который можно будет возделывать. Но получилось так, что он выстроил для себя тюрьму, став заложником собственного жилья. Сначала все шло хорошо. Они с женой, насколько могли, наладили быт, начали обрабатывать небольшой кусок земли неподалеку, мечтая превратить свои владения в настоящую ферму. Их дети выросли и разъехались устраивать свои жизни в другие города. Единственное, что причиняло им неудобства, это узкая тропинка, служившая связью с миром. Это был единственно возможный путь от основной дороги к их дому. Они надеялись переделать ее в настоящую дорогу, чтобы можно было легко и быстро попадать к себе, минуя пешие прогулки. Но бюрократия значительно затянула этот процесс, а жена Амадео так и не узнала, что им никогда не получить этого разрешения. Она ушла из жизни, оставив его одного сражаться на тропе бюрократической войны. Сосед, через владение которого должна была проходить дорога, оставался непреклонен. Так Амадео за короткий срок потерял обе свои великие любви – море и женщину, ждавшую его на берегу. Время потянулось для него мучительно медленно. Несколько лет он еще занимался хозяйством, пока хватало сил, да спускался с холма в расстелившийся далеко внизу город, чтобы разбавлять одиночество. А иногда он просто несколько часов сидел на берегу, вдыхая соленый воздух. Совсем недавно ему прислали новую грамоту, все еще помня о его заслугах. Он заключил ее в рамку и повесил на стену в гостиной рядом с прочими. Но чем старее он становился, тем реже покидал свой дом. Благодаря службе на флоте у него были деньги. Была очень хорошая пенсия, но силы желания покупать новый дом и куда-то переезжать уже не осталось. Окном в мир ему служили расставленные по всем комнатам телевизоры и старенькие радио. Он включал их фоном, когда просыпался, и маленький домик наполнялся голосами. Счета за электричество не волновали морского волка. Для его пенсии это были небольшие расходы. На закате своей жизни он все еще видел на горизонте кусочек моря, выходя на высокое крыльцо. Далеко-далеко он молча принимал это. Амадео перешагнул 90-летний рубеж и отдал честь. Его дом, ненужный живущим далеко детям и тяжелый для продажи, затянулся кустарником, унося с собой и память об одиноком морском волке. Конечно, на старости лет очень тяжело содержать в одиночку, во-первых, целый дом, а во-вторых, такой обособленный дом, к которому даже на машине не подъехать. С другой стороны, тут не расслабишься и до конца жизни придется держать себя в форме. Расскажите в комментариях, смогли бы вы жить в таком доме? Давайте пофантазируем. Он, конечно, не самый легкодоступный, но зато в окружении природы и с красивым видом из окна. Я думаю, для себя я бы хотела домик в таком месте, но подъезд для машины был бы важным критерием. Ну вот, друзья, мы сделали вас свидетелями очередной грустной истории. Надеемся, она не оставила вас равнодушными, и вы не забудете поставить лайк этому видео. Пользуясь случаем, заранее благодарю вас за поддержку в виде реакций и комментариев, лайков, репостов. Вы очень помогаете нам в продвижении канала. Ну и обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. Будем исследовать заброшенные места вместе. Кстати, если хотите больше информации, историй о заброшенных местах, добавляйтесь к нам в соцсетях. У нас есть странички в Инсте, большой блог в Дзене, группа ВКонтакте и группа в Телеграме. Все ссылки есть в описании к данному видео. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока!